Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Весы. Таро прогноз на декаду, на 10 дней. С 1 по 10 декабря, уже декабрь месяц, завершается год. Время просто мчится, кажется, недавно был январь. Давайте с вами узнаем, что или кто появится неожиданно. И, может быть, это как неожиданная возможность. И вам доведется принимать важные решения в той или иной сфере жизни, решиться на первый шаг. Или, возможно, это будет просто информация, новость, которую вы услышите. А также допускаю, что это будет связано именно с позиции «кто», как какая-то персона, конкретный человек придет. И, может быть, как гонец, вестник эту весть принесет. Или это каким-то образом еще окажет влияние на вашу жизнь через контакты именно. Давайте узнаем. Первая колода – это у нас 78 дверей. Открыты двери или закрыты? Каковы ключи? Может быть, куда-то мы и сами не пойдем, как я говорю. Но давайте узнаем именно, мы не задаем вопросов. Потоковая информация. Или как подсказка, что нужно услышать, важно принять во внимание. Итак, первый знак судьбы. Что вам нужно знать, что важно услышать? Что случится, что произойдет? Первый, второй знак судьбы и третий знак судьбы. А на второй колоде, раз мы задали такой вопрос, что или кто появится неожиданно, ретро-уран, мои дорогие, тут может быть как неожиданно, но больше это я вижу с приставкой «пере». Тут либо люди знакомые, либо ситуации, либо вопросы, которыми вы когда-то, может быть, прежде занимались, а потом оставили по тем или иным причинам. И здесь нам пространство может вернуть эту возможность. Итак, что или кто появится неожиданно, несколько раскроем, и на пороге каких событий вы стоите, мои дорогие, что идет в вашу жизнь, и в конечном итоге идет, а что же придет, или к чему это все идет, как все обернется. И по основным сферам жизни также посмотрим, это любовь, личная жизнь в целом, взаимоотношения, чего ждать, что ждет в финансовой сфере, и сфера ваших достижений. Что ждет или чего ждать. Это у кого-то учеба, у кого-то это работа, может быть и бизнес, может быть ваше творчество. Среди вас очень много творческих людей. Важные контакты, ваши планы, встречи. Ну, давайте будем узнавать первый знак судьбы. Ух ты, можно завершать. Раньше бы так и сказали: иди, дорогие весы, потому что у тебя все равно все будет хорошо. Ну, наверное, не все ж так однозначно. Правда, карта солнца. И вот интересно изобразил художник как колесо. Колесо и где-то лабиринт. Но это всегда, знаете, с одной стороны, конечно, это карта эго, не быть как бы во власти собственных предубеждений, да, потому что эго может как выйти на первый план, будет так или не будет никак. Но, наверное, не время таких вердиктов. У нас время нас заставляет перестраиваться, менять методы, менять направления, менять подходы какие-то, да, инструменты другие использовать. Но в целом у вас что-то прояснится, мои дорогие, как следуй за мечтой. И, может быть, вы действительно с чем-то определяетесь. С одной стороны, прояснится тема, вопрос, может быть, отношения. Но, а с другой-то стороны, скорее всего, тот выбор, который вы сделаете, вам придется этой тропой словно 6-8 месяцев как минимум идти. Или заниматься этим делом, или заниматься этим вопросом, как-то это развивать, потому что это карта выбора правильного направления. Мы, как и выбираем это направление, а потом должны быть готовы к тому, что еще как минимум полгода ваша активная деятельность в этом вопросе или в этих взаимоотношениях, она каким-то образом будет продолжена. Второй знак судьбы. Но тут что-то радостное. Тройка кубков – это карта праздника. Но, знаете, не все однозначно. И дверей закрытых, опять же, нет. Здесь двери у шкафа, правда, да, и как будто трое примеряют наряды. Вот вокруг вас много людей, может быть, сам по себе праздник, какой-то позитив есть. Но это же, знаете, не совсем надолго. Здесь еще нужно как бы разделить, кто из персонажей будет с вами на последующий период. Здесь важно не замечтаться.
Конечно, карта будет говорить о том, что вы можете что-то осваивать новое, потому как мы примеряем словно, да, вот этот костюм и думаем, подходит, не подходит. Может быть, это даже касается работы, каких-то новых навыков, методов. Я уже говорила об этом. И мы примерили на себя. Наше это оставляю я себе на заметку или в пользование, или все-таки нет, я это пересмотрю. Но тем не менее, эта карта говорит о том, что с 1 по 10 декабря радость, какой-то праздник у вас будет. Приятная новость. Что-то вас точно вдохновит. И, может быть, само по себе вдохновение. Особенно для вашего творчества, вашей творческой натуры, мои дорогие. Вот есть все-таки какой-то позитивный момент, когда вы понимаете, к примеру, ведь аркан Солнца может говорить о том, что вы сейчас уже чем-то занимаетесь, или вы сейчас делаете, может быть, первые такие робкие шаги в сторону будущего. И это уже где-то отличается, пусть даже в методах, да, взаимодействия, от того, что, как вы действовали прежде. И тогда продолжение следует. Тут правда, мы можем себя поблагодарить, что вовремя сделали. Но если не первый шаг, то от чего-то не отказались. Это факт. Третий знак судьбы — любовь. Но как будто по королю кубков именно в этой колоде, обратите внимание, мы спрашивали, закрытые двери или открытые. Да нет, дверь-то открытая. И нам показан такой могучий русал. Ждет, наверное, свою русалочку. И тем не менее карта такая темноватая, и он что-то посинел, вот так и хочется сказать. Единственный теплый предмет — это вот этот кубок, на который он смотрит. И словно визуализирует свою мечту. Но тут нужно переходить от слов к действию. Может быть, конечно, обстоятельства для вас как раз складываются радостно. Или что-то тут у вас мало что проясняется, и все равно где-то последующие шаги вам нужно, с одной стороны, просчитать, а с другой стороны, быть готовым корректировать. Какое-то ожидание должно постепенно заканчиваться. Для кого-то из вас, знаете, есть конкретный человек, который вам какую-то весть принесет, радостную. Потому что по королю кубков это проходят наши близкие, наши любимые, наши родные. Или, может быть, ваша история любви, которая прежде как была на паузе. Человек никак не решался. Я не утверждаю, что человек решится, но тогда вы сами будете какое-то решение по части ваших взаимоотношений, личной жизни явно принимать. Может быть, карта нам тоже где-то говорит о том, что ты не должен зависеть или не должна от решений какого-то человека, пусть даже близкого. Здесь все равно нужно надеяться на самого себя, на саму себя, потому что так можно и подзастрять, да, вот этот грот какой-то темноватый. Ничего ж не меняется. А от наших воспоминаний, даже которые греют души. Я надеюсь, что для большинства из вас, что именно какая-то история проясняется, и вы теперь понимаете, как вам нужно действовать. Более того, я допускаю, что для кого-то обратная история. Вы долгое время кого-то ждали, а теперь вы прекратите это ожидание и уже готовы действовать альтернативно. Так, может быть, даже как от вас близкие, родные не ждут. Вот у кого-то так. Это вам уже надоело какое-то ожидание бесконечное. Как вот один этот кубок, ну что тут, мыслеформа, это замечательно. Но хочется более чего-то теплого, а не этого холодного грота, да? И вы, правда, на что-то можете решиться. Давайте, что или кто появится неожиданно? Ух ты! Да тут сама фортуна, посмотрите, в сочетании солнца, колесо фортуны. Фартит мы вам, мои дорогие весы. Ведь эта карта всегда говорит о том, что когда она выпадает, это как фортуна на вашей стороне. Но тут не упустить момент. Мы знаем, колесо идет как будто наверх, да, достигает пика. Какое-то время, нам кажется, задерживается, да, но потом неизбежен спад. Поэтому и не упустить время. Отложишь на потом, а потом уже спад может быть. Не упустить время, какую-то удачную возможность, мои дорогие. Может быть, это важных переговоров касается. Может быть, это для кого-то будет касаться работы, может быть так, да? И пусть у нас тут праздник, но значит что-то по работе, как движение какое-то, которое от вас потребует новых решений.
может быть, и новых методов работы, не действовать как прежде. Но тут какая-то траектория очень или более чем симпатичная, потому что первый аркан– это Солнце, это ваше время. Не упустите это время, это правда. И, может быть, будьте готовы как собраться быстро и куда-то отправиться. Иногда карта колеса фортуны говорит о том, что буквально тут не надо что-то затягивать искусственно, а может быть налегке куда-то съездить, увидеть своими глазами или какой-то диалог, допустим, осуществить с конкретной персоной или о чем-то договориться уже, что-то и просчитать, активно действовать одними словами, но оно того стоит. Как говорят, игра стоит свеч. Ну, давайте посмотрим, что впишет в вашу жизнь, на пороге каких событий вы стоите. Вы еще столкнетесь, мои дорогие, с теми людьми, которые могут обещать по пятерке жезлов. Это, если мы говорим о персонах, то человек меняет свое мнение, увы. И не потому, что он хочет вам навредить. Это человек такой. Утром думал одно, а к вечеру передумал. Но это точно так же карта информационного хаоса и, знаете, разрозненной информации. Карта будет говорить о том, что на пороге каких событий вы стоите. Знаете, информационный поток какой-то постоянный. И вообще тут дело даже не в картах. Я должна сказать, что у нас планетарные такие транзиты идут, как минимум до 4 февраля с заходом на 26 год, когда, знаете, постоянно будет какой-то информационный хаос. Но если до конца 25-го мы немножко заглянем на будущее, да, то даже если вы смотрите видео, допустим, в ноябре, допустим, в ноябре у нас тоже вот такой какой-то бардак или абракадабра информационная может быть. Потом самые последние числа где-то в районе 28-29 вдруг, ну пусть не для всех, не для каждого, но словно все замирает. Вот в какой-то информационный вакуум мы можем попасть, а после этого первая половина декабря опять что-то, знаете, как вот это колесо, оно где-то, может быть, в отношении вас то пошло на спад, то наверх, то как-то вот убыстряется, да. Тут вот ход времени, течение событий, вы от этого будете зависеть. И вам придется постоянно что-то анализировать. Давайте я достану еще одну карту. Мне очень хочется спросить, это вообще что? Или сфера жизни? Ну да, усталость у вас будет. По десятке жезлов вам, знаете, вычленить из кучи информации, кучи дел, ну, помимо того, что анализировать, да, приходится, так тут еще и делать что-то приходится. Так вот, среди ваших дел или намеченных каких-то событий вам нужно оставить самое важное. Мы рискуем себя обесточить, выйти в тираж. Тут 10 метел, колода ведьмочек. Так вот, надо одну на всякий случай себе оставить, а остальные как будто нам не нужны. Это имеется в виду участие в каких-то вопросах, какая-то многозадачность. Да, карта говорит, может быть, и реально у вас создается такая многозадачность, когда много сфер жизни и все важно. Значит, тогда сил, с одной стороны, хватит, но, тем не менее, уделите внимание отдыху. Помните, уставшие люди делают ошибки. Где-то можно как предупреждение. Потому что, да, если мы по наитию или по привычке, на автоматизме включимся в тысячу каких-то дел. Может быть, это и на вас люди, а по пятерке жезлов такое может быть, на вас могут оказывать какое-то воздействие, чтобы вы с чем-то согласились, или приняли чей-то план, или вы приняли чью-то сторону. Тут нужно, знаете, как зрить в корень и больше придерживаться собственных перспектив, рассчитывать, иными словами, силы собственные, что идет на ваш порог. Счастье, изобилие, процветание, радость, любовь, семья. Может быть, вопросы дома. Вот у кого-то, смотрите, 2 десятки. Тут правда. Вам придется и учитывать, может быть, даже со стороны своих близких, какие-то их пожелания. Но у нас и время-то такое, мы готовим подарочки, правда? Но они нам, надеюсь, тоже готовят. Но, может быть, это вы кого-то хотите порадовать и уже где-то готовитесь. Но тут могут быть просто деловые вопросы, которые связаны у кого-то из вас именно и с перемещением каким-то. Далеко, или планируемым, или поближе.
Или вот две десятки нам будут говорить о том, что некоторые вопросы по части вашего жилья, взаимоотношений вам как будто нужно довести до ума. Две десятки– это завершение своеобразное, да? Ну и все равно, тем не менее, вопросов будет много, а нужно оставить самое главное. Потому что на кону что-то очень серьезное для вас стоит. Как и место проживания, пребывания или планируемого вашего места пребывания. Тут тоже может быть и поиск этой информации. И информация может быть сбивчивая, а вам по информации может быть кому-то даже, ну, к примеру, юридические конторы, какие-то консультации, официальные лица, перемещения. И постоянно что-то анализировать. Вот вы ведь, по сути дела, мои дорогие весы, ваш знак– это интеллект. Любой вот знак, который мы относим а, именно к воздуху, это интеллект. И, видимо, время вашего расцвета. И оно-то, в общем-то, планетарно ведь тоже так. Но, может быть, до этого времени был какой-то спокойный такой период течения жизни, да, а здесь что-то закрутится. Вот это точно колесо фортуны. И будет для вас важно быть в другом даже режиме, потому что на кону что-то очень важное. И если мы ничего не будем предпринимать, то мы с вами говорили, колесо фортуны. Здесь время имеет значение. И к чему это все идет? Но тут быстро что-то не разберется. Тут дистанция. Может быть, примите это во внимание. Да, по аркану Луна со знаком плюс именно наши близкие, наши родные, взаимоотношения, любовь, эмпатия или место, опять же, нашего пребывания, проживания. Может быть. Но тут у нас и глаза, у страха глаза велики. Котик милый смотрит в пруд и видит там пуму целую. То есть карта где-то говорит, что ты сейчас чего-то не видишь, как это будет в дальнейшем продолжено. Не время, наверное, окончательные какие-то, ну, знаете как, демаркационные линии проводить, потому что тебе как будто просто нужно идти, как ведет фортуна, как вас ведет судьба. Позволить себе пройти путем именно судьбы. Карта говорит, выглянет солнце, что-то у тебя прояснится еще. Смотрите, две карты полярные, два светила, солнце и луна. То есть временами нам будет что-то нравиться. Кстати, будьте готовы, что перепады настроения. Может быть из-за усталости, поэтому отдыхайте. Режим труда и отдыха, сна для вас будет просто очень важен. Потому что мы тут, знаете как, не додумывайте что-то по ночам, хочется сказать. Ничего мы там не придумаем. Недаром говорят, утро вечера мудренее. А вот сами себя запутать это запросто. Потому как уставшие люди делают ошибки, я говорила. И если мы просто банально плохо выспались, да, или какая-то бессонница, значит, это тоже нужно как-то устранить. Вам конкретно это может мешать. Потому как слушать интуицию или что-то анализировать, ведь это карта интуиции, вам как будто вот, ну пусть в этой колоде так изображен, да, котик милый, который в пруд, то есть есть какие-то сомнения, а в классических колодах обычно две башни, возле одной башни волк, а возле другой башни шакал. И вот вам, мои дорогие, создается сначала впечатление, что вам нужно сделать выбор. Вот к чему все идет. Вы можете думать, что вам прямо сейчас нужно делать выбор. Как будто либо в одну башню, и либо в другую. Ну, просто изображение, вот представьте, я думаю, что у вас как раз воображение богатое. А ведь вам, мои дорогие, и не к волкам, и не к шакалам. Вам вот по этой тоненькой тропинке, которая как будто подсвечена знаком Луны. Вам не выбрать одно вместо другого, а вам между именно. По крайней мере, мы с вами смотрим с 1 по 10 декабря, и это старший аркан. И это не только по 10. Настройтесь на эту траекторию как минимум, может быть, до конца января, а то и дольше. Но где-то с заходом на февраль. И если мы говорим о планетарных транзитах, научитесь себя как-то беречь. И не отказаться, понимаете? Не время пока вот этого вердикта. Становление мага, так и хочется сказать. Вы еще пока можете не видеть как свои собственные силы. Вы пока словно не знаете себя так хорошо, как должно.
Вам еще предстоит вот этим магом стать. Именно, может быть, пройти между этих двух башен. И сила — это не только сопротивление или какой-то такой однозначный, да, вот выбор. Я говорила, это не только эго, а это понимание, когда что-то удерживать, иногда что-то отпустить. Или когда, может быть, каким-то превратностям и надо, а то и людям словно сопротивляться, но не делать это так, это явно отступать, словно в тень, вот как по аркану маг. Он именно чего уже говорить, ведь карта маг — манипулятор, мы говорим, правда? Но, может быть, и люди манипулируют, других возможностей как будто нет. Но все-таки вот это ваша сила магическая. И я не про магию, а это правильное взаимодействие с людьми. Это вот то знание, когда мы вовремя меняем направление, что-то корректируем. Когда мы тоже понимаем, как маг, ведь это всегда какая-то идея, так это и наше понимание, что есть в нашей жизни нечто большее, чем просто обыденность, какая-то рутина или повседневность. Возвышенное и земное вам придется соединять, поэтому пока еще как будто не время. Два старших аркана, я вам могу сказать, смотрите, правда, позвольте себе пройти дорогу судьбы. Как будто не плыть против течения. А это не значит, что вы бездействуете. Нет. А просто вот работать с той информацией, которая приходит, с теми людьми, которые есть. И постоянно вот что-то ведь у вас проясняется. Держать в фокусе внимания свою мечту. Чего ждать в личной жизни, в взаимоотношениях? Тут какие-то денежные вопросы, безусловно, могут быть. Вообще вы чем-то остаетесь довольны. Я так, забегая немного вперед, деньги есть, деньги приходят как будто. Или если вам нужно решить какой-то финансовый сложный вопрос, то у вас это получится, мои дорогие. Но по девятке пентаклей, да, это где-то карта финансовой стабильности. Но девятка — это сейчас стабильность, а карта приглашает приготовиться к чему-то на день завтрашний, потому что говорит, впереди перемены. Просчитать, может быть, финансовую составляющую на последующий период, когда вам деньги могут понадобиться. Может быть, для кого-то из вас карта будет говорить о том, что я уже где-то говорила, это просто подготовка как к Новому году, к Рождеству, мои дорогие. Но, в принципе, это как наше настроение, оно, безусловно, хорошее. И с другой стороны, карта говорит, но где-то отдыхай, может быть, да, у тебя должна быть вот эта аналитика, и не должно быть каких-то спутанных мыслей. Тебе, скорее всего, весы придется решать какие-то финансовые вопросы, и еще и впереди что-то будет меняться, но не будь настойчивым, чересчур. А вот, наверное, если учесть, что мы идем как до становления мага, придется взаимодействовать и с разными людьми, и использовать новые методы, по-новому учиться сохранять и себя, и свое благополучие. Но тут не совсем про любовь, не совсем про чувства, но больше, наверное, ваши планы, я бы сказала, и вот именно планы. Тут даже нет второй персоны на этой карте, но благополучно именно она по части финансов. Что же нам на финансы покажут? Кто-то из-за финансов будет вынужден куда-то поехать. Может быть, это задерживаются деньги, вам нужно быть в назначенный какой-то срок, или пусть не назначенный, а вот именно вам быть в конкретной местности и совершить важный переговор. Опять же, старший аркан. Для кого-то из вас переезд именно потому, что, ну вот знаете, как, чтобы раскрыть свои таланты, какую-то миссию выполнить. А планетарно это очень даже у вас такое может проигрываться. Тут карты ни при чем. Причем это может быть период, который действительно где-то месяцев 6-8, когда вы с чем-то определяетесь. Но тут ведь выбор, туда или сюда. Каким-то образом это увязано с финансами. И вам этот выбор придется делать. В два направления мы не пойдем. Конечно, карта говорит, не оглядывайся назад, тебе полный вперед, но все же выбор, он не такой простой. И где-то продолжение следует, хотя у кого-то банально иногда именно продажа, покупка вашего автомобиля.
Карта будет говорить, что вы в принципе скучать будет где-то некогда. Будут меняться финансовые системы, как институты. И неважно, в какой стране мира вы проживаете, сейчас многие страны уже заявили, что будут пересмотры, да, ну мы с вами в цифровую эпоху живем, и для кого-то это будет напрямую с вашим трудом, с вашей занятостью связано. Как может быть работа на дому, работа из любой точки мира, и это какие-то финансовые тоже потребуют вас изучить, ресурсы, может быть, новые. Вот такого я тоже не исключаю. В целом нам говорят, ты должен быть и мобильным, и уметь зарабатывать. Вот правда, почему-то так. Ну, пусть это не для всех, но вот кто думает в этом направлении – ну, где-то вы правильно думаете, потому что впереди перемены, причем по колеснице ведь это тоже перемены. Мы чего-то не можем избежать. И даже если мы пытаемся что-то удерживать, вот тут вообще в плане изучения рассмотреть какие-то новые методы взаимодействия или именно через финансы, да, новые способы заработка, дохода определенно стоит, потому что финансовая ситуация требует и мобильности, и как перестроиться ваши достижения. Конечно, по достижениям карта говорит первое. Я люблю эту карту именно за это. Тут какая-то твоя задумка или ваш план действий, и вам никто не мешает. Но вот эту дорогу вам придется пройти в одиночку. То, что видите вы, она может не интересовать никого. Вы можете даже с этим столкнуться. Вы можете даже, вот как по пятерке, да, жезлов, может быть, и были какие-то прежние договоренности, а они не срабатывают. Может быть, люди переключились на что-то другое, и от людей тут нечего ожидать, потому что планетарно, опять же, за счет транзитов у нас такой период, когда каждый будет заниматься сам собой, своим благополучием. Ретро-уран в Тельце. А Телец – это именно вопросы личной жизни, дома, финансов. Ну, вот все то, что составляет благополучие. И поэтому вот ваша задумка, она лично ваша. Но вам никто не мешает, если вы какой-то путь как будто идете в одиночку. Давайте достанем еще одну карту. Будут соблазны, как будто взять с собой кого-то в попутчики или понадеяться на какого-то человека. Вы мигом попадете в какую-то зависимую ситуацию, мои дорогие. Нет, тут решиться на именно на вашу какую-то идею, развитие, может быть, творчества, вашу задумку, построение карьеры, ведь это все то, что мы говорим. Может быть, это и касается документов, но тогда вам придется какие-то дороги согласования именно проводить и постоянно держать в фокусе внимания. Смотрите, еще один старший аркан. Здесь по аркану дьявол. Нельзя попасться на чью-то игру, мои дорогие. Вот почему лучше идти одному в некоторых вопросах. Тогда меньше путаницы, меньше хаоса. Главное, меньше зависимых ситуаций. А так, вам кто-то пообещал, а потом вас подвел. А у вас какой-то кульминационный момент, может быть. А кто-то будет сидеть и ждать, мои дорогие, пока там вторая сторона откликнется. А пообещали. А у кого-то может быть и такой соблазн – страстная любовь, которая тоже отчасти так может либо корректировать ваши планы, либо каким-то образом воздействовать. Может быть, это и сложно, но для вас, может быть, даже вопросы вот такой личной жизни, взаимоотношений, страстной любви. Тут тоже каким-то образом приходится себя останавливать. Совершенно полярные энергии, посмотрите. И переключаться на те темы, которые для вас наиболее важны. Я только что об этом говорила. Знаете, это как здравомыслие, хладнокровие, мудрые решения, мои дорогие. Мудрые решения в целом и никакой зависимости. И тогда у вас более сильная позиция. Вот такая подсказка. По сути дела, это и есть маг. Для него самое главное – независимость, свобода. И может быть, это кто-то будет даже пытаться из вас выйти из этой игры, потому что она становится опасной. Может быть, у кого-то даже по работе, может быть, какие-то внешние контакты или какие-то контракты, а здесь вы будете их переделывать юридически, чтобы на бумаге конкретно скрепленной печатью было что-то иное. И
основная тогда тема будет именно выйти из какой-то зависимости. Вот вы найдете методы, мои дорогие, если будете именно идти по где-то и по судьбе, вам будет фортуна явно помогать, но именно в одиночку. Вот знаете, как только понадеялся, так вот и 15-й аркан. Это правда. Почему-то такие полярные карты. Есть о чем подумать. Старшие арканы тут у каждого и в своей жизни, как я уже говорила, проиграются. Переложите на себя, мои дорогие весы. У вас какое-то замечательное время. Причем не с 1 по 10. Тут на более длительную дистанцию. Как мы с первой карты это говорили. Но это что-то жизнеосновополагающее, жизнеутверждающее, другое качество жизни на кону. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые весы. А я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за ваши душевные комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, переходите по ссылкам внизу видео, читайте мои публикации на моем сайте. И я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.